Вы удивитесь, но решение, которое меняет жизнь миллионов немцев, принимается не в Берлине. И не канцлер ставит финальную подпись. В принятии решений все чаще участвуют структуры, не прошедшие прямой демократический мандат, такие как исследовательские центры, международные фонды и профильные консультанты. Даже знаменитое решение Меркель по миграции, как считают некоторые эксперты, отражало уже согласованные на экспертных уровнях позиции. Тот же сценарий повторился и во время пандемии. Кабинет министров озвучил решения, подготовленные при участии профильных экспертов, консультантов и представителей отраслей. И вот теперь Фридрих Мерц, канцлер, который хочет вернуть Германии контроль. Но получится ли у него, или институциональные рамки вновь взяли верх над прямым политическим управлением? Именно это сегодня и разберем. Были составлены даже дорожные карты ограничений, и не всеми из них распоряжались государственные органы. Шольц пришел к власти как новое лицо, но повторил старый сценарий. В кризисный период к консультациям привлекались специалисты, не входящие в состав избранных органов. Именно они влияли на распределение средств, приоритеты политики и структуру восстановительных программ. С приходом Мерца ощущение перемен он пытался вернуть реальный политический контроль под крышу правительства, но, как признают даже внутри его коалиции, интересы различных групп продолжают учитываться, хотя формат их участия стал менее публичным, но более технологичным, потому что умеют заранее блокировать любые реформы, которые не вписываются в старые интересы. И возникает вопрос, если решения принимают не канцлеры, то почему Германия все равно несет за них ответственность? А дальше еще интереснее. Как вы знаете, у Германии один из самых высоких ВВП в мире. Ее промышленность – это фундамент экономики Европейского Союза. Но стоит зайти в зал европейских переговоров, и вся мощь превращается в вежливое согласование. Вот в чем главный парадокс. На энергетических переговорах Берлин пошел на уступки Парижу. По оборонным программам снова Франция на первом плане. А в вопросах распределения миграционной нагрузки Германия поддержала компромиссный план, вызвавший активные дискуссии внутри страны. Как это объяснить? Эксперты говорят о том, что Берлин слишком долго играл в ответственного европейца, ставил на первое место стабильность, а не интересы. Тем временем другие страны Европейского Союза укрепляли свои позиции через лоббизм, экспертные объединения и неформальные консультационные платформы. Как утверждают наблюдатели, немецкая делегация почти всегда приходит с установкой не создавать конфликты. Именно поэтому Германия не выдвигает ультиматумов, не проводит жестких линий, а просто вносит взносы. В итоге, при внушительном экономическом вкладе заметно ограничены политические инициативы. В Брюсселе все чаще слышен термин «немецкая пассивность». Именно из-за нее Германия не пишет правила, а вынуждена к ним адаптироваться. На фоне растущего влияния Франции и стран Восточной Европы эта пассивность становится все более уязвимой. И Мерц это понимает. Но изменить политические рефлексы системы, которая привыкла быть донором без условий, задача не из простых. Что здесь удивительно? Несмотря на масштабную финансовую поддержку, политическое влияние Берлина не всегда соразмерно. Как вы знаете, немецкая экономика мощнейшая в Европе. Машиностроение, химия, энергетика, фарма. Но финансовые потоки идут из Берлина, а политические сценарии пишутся в других столицах. По всей Европе сотни инфраструктурных проектов с немецким финансированием, модернизация железных дорог в Испании, ремонт портов в Италии, зеленые коридоры во Франции. Кто платит? Германия. Кто выигрывает контракты? Французские, бельгийские, итальянские фирмы, благодаря лучшей интеграции в систему европейской процедуры и правил. Как отмечают эксперты, Берлин упускает момент, где деньги превращаются в политический рычаг. Один из ярких кейсов – это проект по цифровизации транспорта в Португалии. Финансирование из германского пакета, контракт у французского подрядчика, юридическая документация по шаблонам, написанным брюссельскими консультантами. Немецкие компании даже не вышли в финальный отбор. Причина не в слабости самой индустрии, а в бюрократической инертности. Берлин слишком долго играл в честность и баланс, а другие игроки давно научились перекраивать регуляцию под себя. Это называется регуляторная пассивность. Еще раз, как сообщают наблюдатели, Германия дает больше всех, но не формирует повестку,
Она влияет через стабильность, но в реальности теряет саму инициативу. По внутренним отчетам, обсуждаемым на уровне профильных министерств, ситуация уже признана системной. Но изменить алгоритм быстро невозможно, потому что он встроен в саму конструкцию Европейского Союза. Так как же Германия дает деньги, а Франция правила? Сейчас вы поймете. На самом деле Париж никогда не пытался доминировать напрямую. Он делал ставку на стратегию. Маленькие шаги, долгие инвестиции в кадры, юридическое обрамление процессов и постоянная работа с кулуарами. Франция десятилетиями строила свою сеть влияния в Европейском Союзе. Политические школы, продвинутые курсы для молодых управленцев, программы обмена – все это давало свой эффект. Во многих структурах Еврокомиссии сейчас работают именно выходцы из французской системы. Они знают, как вести дела по правилам, но эти правила уже давно пишутся в удобной для Парижа логике. По словам аналитиков, именно Франция чаще других подает рамку для будущих реформ и уже потом ее адаптирует в Брюсселе как коллективную инициативу. Примеры, пожалуйста. Проекты по климатической нейтральности, реформы сельского хозяйства, оборонная интеграция, инициаторы в кулуарах – это Париж, официально авторы – комитеты Европейского Союза, исполнители – все те же французские консорциумы. Вот и все, а Германия в этот момент продолжает анализировать. И, как сообщают источники, зачастую узнает о нюансах решения уже после их структурного согласования. Слишком поздно, чтобы что-то изменить. В сфере обороны та же картина. Париж предложил схему координации поставок вооружений. Берлин согласился, но при этом контракт на логистику французский, стандарты сертификации тоже, а политический эффект целиком в активе Парижа. Вот и все. Германия выглядит как мощный экономический игрок, чье участие в политической повестке зачастую носит поддерживающий характер. Сильная экономика, но слабая сцена, потому что в отличие от Франции, она не выстроила свою армию влияния. Это скорее не классическая дипломатия, а трансформация механизма влияния в рамках Европейского Союза. Формально они союзники, а на практике между странами наблюдаются элементы конкурентной стратегии. Франция и Германия, они двигаются, скажем так, в одном поезде, но явно с разными маршрутами. На саммитах улыбки, рукопожатия, на протокольных фото единство и сотрудничество. Но во Франции давно сделали ставку не на прямое давление, а на выстраивание именно продуманных механизмов влияния. Именно так Париж обходит Берлин в ключевых отраслях. Пример – это оборонные тендеры. Немецкие компании первыми предложили концепцию совместных проектов, но в итоге большую часть финансирования получили именно французские корпорации. То же происходит и в сельском хозяйстве. Германия вкладывается в общие европейские фонды, а Франция успешно адаптирует субсидии именно под свои аграрные программы. Юридические тонкости на их стороне, потому что проектные заявки пишутся с прицелом на национальные приоритеты. Для Фридриха Мерца это не просто вызов, а тест, сможет ли он выйти за рамки фигуры канцлера и стать тем, кто реально переформатирует модель участия Германии в Европейском Союзе. Пока игроки расставлены, игра уже идет. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.